Здравствуйте, дорогие друзья! Ассаламу алейкум всем нашим друзьям, которые живут в Узбекистане и за ее пределами. Несколько дней назад наша организация «Общество Центральная Азия» опубликовала свою позицию в связи с тем, что в Узбекистане планируется построить атомную электростанцию с помощью и при участии России. И этот материал был опубликован на Фейсбуке, кроме всего прочего. И когда мы этот материал опубликовали, наш друг Александр Кияев делал несколько комментариев по этому вопросу. И эти комментарии были очень важными. Мы связались с Александром Кияевым и попросили его, может быть, организуем беседу, чтобы мы могли обсудить это более подробно и предоставить больше информации для наших друзей. Дело в том, что наша организация «Общество Центральная Азия» зарегистрирована в Швеции и работает для продвижения демократии и поддержки формирования гражданского общества в странах Центральной Азии. А кроме всего прочего, наша организация имеет представительство в Узбекистане, и наше представительство зарегистрировано Министерством юстиции Узбекистана. И мы подумали, что если мы осветим ситуацию с тем, как идет процесс строительства российской АЭС в Узбекистане, было бы очень интересно для гражданского общества Узбекистана. И поэтому мы очень попросили Александра Кияева, чтобы он с нами побеседовал и как специалист в области безопасности он бы нам рассказал свое видение этой ситуации. Хочу сказать, что Александр Кияев сам полковник в отставке, служил в Объединенном Генеральном штабе Вооруженных сил Республики Узбекистан. Мы считаем его как экспертом по военной безопасности. Можно так сказать, Александр? Да, добрый день. Да, можно по военным вопросам. Да. И во время беседы мы подумали, что лучше всего начать с того, что строительство АЭС – это большой значимый проект, и очень важен для жителей региона, страны, в котором эта АЭС будет строиться. И поэтому у меня был опыт, я наблюдал, как в Швеции лет 20 назад обсуждался вопрос строительства АЭС, и тогда правительство, общественные организации активно участвовали в этом процессе. Правительство давало полную информацию, как будет идти строительство, кто будет строить, на каких условиях, каков бюджет этого АЭС, каково будет влияние АЭС на окружающую среду. И правительство отвечало на все, буквально на каждый вопрос граждан, связанных в связи с строительством АЭС. В связи с этим у меня сразу, Александр, к вам первый вопрос. Да? Как вы оцениваете вопрос общественного обсуждения строительства российского АЭС в Узбекистане? Вы заметили, как идут эти процессы, как это обсуждается, как это освещает правительство и как это воспринимают граждане? Да, это очень бросается в глаза, что такой важный вопрос, как строительство атомной электростанции, очень мало освещен в средствах массовой информации, и странно, что он и обсуждается-то не очень активно в социальных сетях. Возможно, с одной стороны, это связано с тем, что это давно идет разговор, и по такой традиции, что, ну, как, мы уже разговариваем много лет, сказали хоп, и вроде как на этом все успокоилось. Но мы видим, что постепенно это поднимается все, каждой встрече и российских представителей с узбекскими. И вот, к сожалению, наконец-то они его продавили. Этот. И после того, как продавили, реакция общественности очень странная, ее очень мало. Почему я и обратил внимание на пост, который появился от вашей организации, потому что он чуть ли не единственный был, кто задавался серьезно этим вопросом. Что, как и почему. И вот это
пассивность такая общественности довольно-таки странная. Хочется поднять ее, если мы говорим о формировании и существовании гражданского общества в Узбекистане, то как раз обсуждение таких важных вопросов должно быть широким и гласным. Мы видим, что если в последнее время относительно принятия новых законов, не только вот когда обсуждали Конституцию, было широкое обсуждение новых законов, такое обсуждение проводится. Публикуются тексты, их обсуждают, собираются предложения, что-то учитывается, что-то нет, и принимается. Но строительство атомной электростанции – это не менее значимый проект для жителей всего Узбекистана, не только этой Джизакской области и соседних областей, несмотря на ту, по сути, незначительную мощность, которую эта электростанция теперь будет иметь, но сам по себе проект очень важен. Недостаток информации об этом вызывает очень серьезные опасения. Почему об этом молчат? Я надеюсь, что не было указаний общественным личностям, блогерам не обговаривать этот вопрос. Просто, видно, или сам недостаток информации не дает им возможности говорить, а предполагать они не хотят. В то же время я помню, что несколько лет тому, когда это только появлялся проект, уже некоторые намеки по нему были. И вот они тогда вызывали опасения, и сейчас они не разъяснены. Почему тогда я не включился в это обсуждение в нашей странице? Да, действительно, очень замалчивание этого проекта вызвало у меня тоже удивление, потому что мы-то заметили, и вообще международная общественность отмечала, что с приходом к власти президента Мирзияева в Узбекистане начался процесс открытости, была усилена информационная работа. Многие законы, постановления, которые принимались, очень широко обсуждались в средствах массовой информации, и сам президент, выступая на совещаниях, очень подробно рассказывал и призывал граждан активно участвовать в обсуждении процессов, которые происходят в стране. Но то, что сейчас в связи со строительством АЭС, абсолютно информации нету. Вот это очень вызывает удивление и какое-то, что вызывает, возникает ощущение, что от нас что-то скрывают. Да, я с вами согласен. Вот это ощущение недосказанности, недостаточной обоснованности, особенно обоснованности для общества, точно присутствует. И я не специалист в энергетике, но просто поинтересовался, да, по тем данным, что есть в этих средствах информации. Сейчас суммарная мощность электроэнергетики Узбекистана оценивается в 16,7 гигаватт. Эта электростанция, после того, как ведет ее всю в строй, будет давать там чуть больше 3 мегаватт. То есть это менее 2% его энергетической мощности. Насколько это будет необходимо, насколько это будет реально повышать энергетическую мощность Узбекистана как энергетики, очень сомнительно. Ведь первоначальный проект же был на 2,4 гигаватт. Это значительно больше. И вот тут снова это вызывает уже какие-то опасения и сомнения. Для чего? Кто продавливает эту электростанцию? Не знаю, может быть, немножко бегу вперед, но я помню, вот недавно написали после визита Путина, что разговор до 3 часов ночи свидетельствует о каких-то теплых и дружеских отношениях. Я в этом глубоко сомневаюсь. Для меня, когда так долго продолжаются переговоры, особенно после того, что они должны были значительно обговариваться до того, как встречаются главы государств, это как раз говорит о противоположном. Что было очень много противоречий. И они договаривались, продавливались как угодно. Что именно повлияло? Какие аргументы или, скажем, рычаги давления использовались, мы гадать не будем. Но если нам об этом не говорят, то задача граждан, если правительство не может об этом сказать, мы должны об этом. Не в том, кто это было, а о том,
какие опасения у нас это вызывает и почему? Да, действительно, у меня тоже сложилось ощущение, что у властей не очень большое желание было строить это АЭС, и вы тоже использовали это слово, что продавливается, да? И мне тоже кажется, что это против желания властей каким-то образом это решение было продавлено. То есть фактически российские власти и Путин использовали какие-то рычаги, чтобы заставить руководство Узбекистана согласиться на этот проект. Проект получается все-таки маленький, но все равно он требует огромных затрат на его строительство. И бюджет Узбекистана, по предварительным данным, не в состоянии Узбекистан за счет своих средств построить это АЭС. И поэтому, чтобы Узбекистан сам на себя взвалил это ярмо, потому что власти будут вынуждены занимать деньги, и речь может идти о десятках миллиардов долларов. Узбекистан повесит на себя огромный долг в связи с строительством. Я не думаю, что руководство Узбекистана горело бы желанием сейчас эту проблему заполучить. Но почему-то все-таки это, оно пошло на этот шаг. Как вы думаете, что могло на это повлиять? Ну, здесь сложно говорить. Я с вами согласен, что не видим мы большой охоты нашего руководства. И полностью с вами согласен о том ярме, которое этот проект повесит дополнительно на бюджет Узбекистана. У нас нет профицита в бюджете. Мы же видим последние годы, стали откровенно говорить о том, что дефицит, и он, к сожалению, этот дефицит растет. Может быть, это и нормально, потому что мы видим государство, которое с государственным долгом существует и успешно. Но насколько это нам нужно будет, это мы сможем его перекрыть. То, что первоначально говорилось, Российская Федерация будет брать на себя это инвестиции. То проект это когда первоначально было. Сейчас в документах, которые опубликованы, говорится о том, что Узбекистан будет полностью самофинансирован. И сейчас Российская Федерация сама не в той ситуации, когда инвестирует в проекты за рубежом. Не так уж им хорошо с деньгами. Что именно повлияло на нашу руководителя, я не берусь говорить, не хочу предполагать просто. Но, видя политику нынешней России современную, ничего хорошего я не ожидаю. Что это было? Какие... Ну, еще, я не думаю, что это аргументы, я больше использую, что это рычаги давления. Так. Не хочу об этом говорить. Говорить это мигрантам или будут наших выгонять. Шантажировали и каких-то из личных целей, запугивали какими-то другими моментами. Сложно говорить. И, гадать я не сторонник. Мне в этом моменте, во всей в этом процессе, больше беспокоит не только то, чем повлияли на принятие такого решения, а то, какую опасность оно несет. Вот из той, как с вами говорю сейчас, недосказанности, которая есть, мы не получаем достаточно. Из того, как это принималось решение, видим, что его продавливают, значит, что-то тут идет такое, что выгодно не Узбекистану, а будет выгодно для Российской Федерации. Причем, говоря о Российской Федерации, имея в виду не само государство, а именно ту нынешнюю власть, которая там существует. Это надо все-таки разделять. Да, если сотрудничество с Российской Федерацией вообще, когда там станет нормальной властью руководители, примет лояльную для государства политику, нужно сотрудничать. Но с нынешним руководством, которое ведет агрессивные действия, агрессивную политику, заявление, в том числе и Центральной Азии, нужно ли сотрудничать? И опасностей я тут вижу несколько. Если позволите, я к этому перейду. Да, я вот именно к этому хотел бы вас попросить перейти, потому что
мы сами не специалисты, скажем, по ядерным технологиям, но вы, как эксперт по безопасности в военной сфере, и можете сделать свои предположения о том, какие последствия для безопасности Узбекистана может иметь это строительство российской АЭС в Узбекистане. Тем более мы должны учитывать, что Узбекистан будет строить АЭС с государством, которое никогда не соблюдает никакие договора и всегда свои же договора нарушает. Она нарушает свои межгосударственные договоры, Россия нарушает международные договоры, и очень беспокоит, что сейчас Узбекистан будет подписывать договор о строительстве АЭС с государством, которое не заслуживает доверия. Да, вот именно то, что нынешнее руководство России не заслуживает доверия, и от него можно ожидать все что угодно, что показывает политика. И выходят те опасения, которые могут стать и за счет того, что недобросовестного выполнения двусторонних и договоренностей, и вот этого, как покажу, продавленность, подавилось что-то еще. Из этих угроз первым может быть это вопрос кадров. Кто будет руководителем, как на строительстве? Руководителем это не личность персона первого лица, а вообще кто будет руководить этой стройкой, кто будет руководить работами, последующим после стройки, на высшем уровне, на среднем и на низшем. В то время, когда еще публиковали об этом материал несколько лет назад, говорилось о том, что высшее и среднее руководство этой электростанции будет из Российской Федерации. То не ставился вопрос подготовки узбекистанских специалистов, он откладывается на потом. Наши специалисты будут брать на младшие должности, и вот когда они потом, может быть, вырастут, то вот хорошо бы, если вот эта вот задержка со строительством была связана именно с тем, что там готовил вот в это все время сотрудников для руководящих кадров. Но если бы они были подготовлены, то не было бы такого сопротивления для его организации. Значит, поэтому, и еще что интересно, я вспоминаю еще. Когда в то время писали, что вот руководящие кадры будут в Российской Федерации, ну, уже по обсуждениям в соцсетях, к сожалению, многие узбекистанцы были рады этому и высказывали, что да, правильно, правильно, мы своим не можем доверять. Наши сотрудники не способны, вот мы видим у нас там аварии там, в статинах, на стройках и так далее. Вот видите, наши не способны, давайте нам другого государства, иностранцев. И это как-то было обидно, видеть, что мы не в состоянии приготовить своих специалистов. Да, и есть какие-то недостатки, но и мы же видим, как у нас достаточно работает систем, которые хорошо работают. Кроме того, с этой кадрами набором, те, кто сотрудники будут набираться из наших мест, ведь как они, каким будут они находиться идеологическим влиянием руководства российской. Ведь на любых мероприятиях, которые проводят сейчас что посольство, что так называемое Россотрудничество. Почему мы его так называем? Потому что фактически разведывательный орган, мы это видим, это влияние. Всегда они подчеркивают политику России, навязывают ее мнение нашим людям. Поэтому те работники, которые будут из узбекистанцев набраны, будут так находиться, они будут под постоянным идеологическим влиянием именно российской философии и российской мировоззрения сейчас, которое наслаждается. Далее. Если там будет так много россиян, под чьей юрисдикцией они будут находиться? Да, вот самые. Уже по тем материалам выдвигались документы, что там должна быть юрисдикция Российской Федерации. Если мы возьмем за аналог некоторый Байконур, там есть некоторые особенности, да, мы видим, что на территории Байконура все россияне, которые живут, они находятся под своей юрисдикцией. Байконур практически отдан в аренду Российской Федерации, она живет по российским законам. Естественно, для этой электростанции будет строиться какой-то строительный городок, который потом перерастет в населенный пункт, где будут жить работники этой электростанции. У нас примеров много. Можем даже ту же Талимаджанскую ГРЭС вспомнить, Кабацкое предприятие, когда строился городок, который потом перешел в населенный пункт, где жили работники. Так и здесь.
На территории Узбекистана образуется определенная территория, которая не подконтрольна властям, а которая будет контролироваться российской администрацией и, может быть, российскими группами по охране порядка или по охране, скажем, объектов. Я как раз и к этому дальше хотел сказать, что кто будет охранять это? Потому что снова же по тем документам, которые раньше, информация поступала, говорила, что охрана этой электростанции также будет поручена российским специалистам. К сожалению, снова же к восхищению некоторых наших участников обсуждения в сетях, которые говорят, да, вот это правильно, наши не справятся, вот они там будут более надежны, там у нас там коррупция, это все. То есть мы видим, что там будет создаваться какая-то силовая группа. Это не обязательно могут быть военнослужащие, как в Байконуре, но даже если будет создана частная организация охранная, по типу частной военной компании, пусть она называется это частная охранная компания, но это будет силовая структура со своими оружием, со своей службой безопасности, со своей службой контрразведки. И какое она будет иметь оснащение, тут исключите наличие танков, ракет, может быть, это не будет, но бронеавтомобили, стрелковое оружие, автоматическое, в каком количестве это будет, это явно будет. И далее, на этой базе военных, естественно, они будут работать на безопасность. И как любая эта система, они будут создавать свою систему контрразведки. Потому что мы же понимаем, террористы тоже не дремлют. И исключать, что какая-то террористическая организация захочет, мы сейчас в данном случае говорим не про Российскую Федерацию, а другую террористическую организацию устроить что-то на этом объекте, не исключено. То есть охрана этой станции будет принимать свои определенные меры по ее охране и вести контрразведывательную деятельность для того, чтобы предупредить интерес террористов к этой организации. Контрразведывательная деятельность, она связана с тем, что они будут вербовать граждан Узбекистана для сотрудничества с тобой. То есть это будет создаваться сеть агентуры Российской Федерации, причем она будет создаваться полулегально. Если бы сейчас создается какая-то сеть нелегально, наши разведчики могут протестовать, то в этом случае это будет делать сложно. Но они скажут, да, мы же это делаем, да мы это делаем для безопасной электростанции. Вы что же не хотите безопасной электростанции? Тут уже это будет как аргумент. И снова же с этим контролем руководства этой электростанции российскими властями, юрисдикции российскими властями, созданием охраны из российских сил, кто и как будет контролировать те грузы, которые будут туда привозиться. И под визом груза для электростанции, атомной электростанции, важного, секретного груза, естественно, часть какого-то оборудования будет иметь гриф «секретно», могут возить все, что угодно. Снова хорошо бы, если прописано, что таможенные службы Узбекистана, компетентные органы Узбекистана будут тщательно проверять каждую возимую единицу груза, вплоть до мешков цемента. Но пока, вот о чем мы с вами говорим, где содержание этого договора? Пусть какие-то моменты связаны там с коммерческой тайной, финансовой, пусть это остается. Но вот то, что вот это должно быть, успокойте нас, дайте нам информацию, то все это будет контролироваться. Так вот это вот снова возвращаемся. Это и будет еще одной опасностью. Под видом ввоза туда оборудования для этой станции может введено быть оборудование разведывательное, которое будет вести, превратит эту базу в разведывательный центр. Таким образом, мы с вами видим, что воссоздаваемый этот городок формально для строительства электростанции может превратиться полностью в российский анклав со своей силовой структурой, со своей агентурой, со своими возможностями ведения военной разведки. И которая не контролируется официальными властями Узбекистана. И которая не контролируется властями Узбекистана. Вот снова же можно поинтересоваться, как это сейчас проводится в Байконуре, мы там видим. Там даже в Байконуре в школах есть формальные казахские школы, но и на них влияет тема просвещения российских героев. Так и вот это может быть и здесь. Ну и вот это чисто вот по таким вот опасностям, которые есть в собственности этого военного городка. Я уже говорю военного городка, собственность этого городка формально строительного, который может... Действительно, если Россия начнет строительство,
и вся логистика будет под их контролем. Они могут даже попробовать для более лучшей организации работы арендовать, скажем, аэродром какой-нибудь или специальные места, площадки для посадки, перевозки грузов на воздушном транспорте. И это будет уже полноценно функционирующая, очень мощная какая-то база фактически. Если действительно власти Узбекистана передадут это строительство и организацию работы полностью бесконтрольное владение российской стороне. Да, вот именно об этом сейчас и нужно говорить, чтобы наши власти приняли необходимые меры не допускать этого. И не только, возможно, они это принимают, но, Да. извините, как представители общественности, мы этим обеспокоены. Ну, скажите нам, успокойте, скажите нам, не раскрывайте все тонкости контракта, естественно, там коммерческие, аппаратурные и так далее. Но вот эти моменты, которые влияют на жизнь всех, скажите, нет, это будет узбекское руководство. Вот мы в Национальной гвардии формируем специальное формирование, которое будет им заниматься. Вот этот командир этой Национальной гвардии, вот он, смотрите, вот он формирует, вот люди, вот они учатся, вот они там уже себе наметили. Вот это наши специалисты, которые будут прошли обучение безопасности на атомной станции там, там и там. Вот этот человек, вот он там будет занимать. Вот этот таможенный пост, который будет уже специально обученный проверять грузы с этим. Да, он не будет вам рассказывать, потому что информация секретная. Он имеет допуск, эти сотрудники, но они обучены, они граждане Узбекистана, они это будут тщательно проверять и не допустят туда даже попытки довоза груза, который не соответствует номенклатуре, необходимой на электростанции. Вот это наши кадровики, которые будут выбирать наш персонал на эту станцию. Да, вот этот сотрудники приезжают на такие-то должности с России, условно говоря, вот там на дирекция, там 10 человек, 5 того государства, а вот наши 5 узбекистанцев, мы их подбираем. А тех, которые приходят с России, мы согласовываем на основании постановления там, кабинета министров или кого-то. Проверены наши службы государственной безопасности, и мы им будем доверять. Вот все это будет, уже как-то будет по-другому. Да, действительно, потому что если будет иначе, если узбекская сторона не будет полностью контролировать этот объект, не будет контролировать и, скажем, логистику, все движение товаров и грузов, получится удар по суверенитету государства. Суверенитет подразумевает, что государство контролирует свои границы и свою территорию. И Да? если полностью это перейдет в руки России, Россия под поводом строительства АЭС организует какую-то свою военную, скажем, группировку, которая будет обслуживать, охранять. Там же они тогда будут строить и ПВО на этой территории, чтобы защитить АЭС. Не исключено. Да, и это будет фактически угроза суверенитету Узбекистана. Узбекистан не контролирует определенную часть своей территории, и эта территория контролируется полностью российскими военными. И мне кажется, здесь могут быть даже и политические последствия. Если Россия этот участок застолбит за собой и полностью будет контролировать и действовать с этого участка, оно может влиять и на политическую ситуацию в Узбекистане, манипулировать общественным мнением, да, создавать какие-то угрозы существующей власти. И мне кажется, власти Узбекистана должны задуматься об этом. Может быть, даже они об этом и думают. И было бы хорошо увидеть, что в договоре это прописано, что руководство Узбекистана не отреклось от независимости своего государства в угоду российским чиновникам, которые хотят построить АЭС и создать там свою территорию, анклав российский. И
Я думаю, что мы тоже попробуем от имени нашей организации обратиться к властям с просьбой разъяснить этот момент. Да, конечно, это очень важно узнать, и чтобы рассказали. Будут говорить о том, что передается на контроль только временно, на время строительства. И это не может быть по-другому, потому что там идет генеральным заказчиком, генеральным исполнителем, подрядчиком Росатом, то есть он там это будет присутствовать. Но все же хочется узнать участие наших узбекистанских сил в контроле всего этого. Ведь кроме того, что это создается, как мы говорим, какая-то там база силового влияния, ну, я использую термин не привычная военная база, пусть это просто будет база силового влияния, и через это создание агентуру, через возможность использования как место ведения разведки и радиотехнической, в том числе, этими средствами, какими угодно, эта сама электростанция может стать объектом влияния на политические и экономические процессы в Узбекистане. Во-первых, мы видим, как Российская Федерация использует энергетику как рычаг шантажа. Да, Это вот. и было и против Украины, это после открытого вторжения и против европейских стран, когда там запугали, вот мы там того не замерзнуть и так далее. Я не могу, конечно, до конца прослеживал, но я помню момент, когда кыргызстанскую и армянскую энергетическую систему Россия подминала под себя, полностью включала. И чем это закончилось? Не очень-то хорошими последствиями. И создавая такой объект, хотя я говорю, да, он сам по себе будет иметь всего 2% мощности от общей системы энергетической Узбекистана, но он же будет рассчитан на подачу энергии в какие-то регионы, он же может эти регионы блокировать. Ну, просто, да, нам надо провести обслуживание. Вот у нас возникла ситуация, для безопасности, чтобы не было взрыва, нам надо станцию выключить из системы, провести обслуживание. Снова же, если там не будет нашего руководства, наших контролеров, мы не знаем, так это или не так. Но это, значит, влияет на то, что какое-то время куда-то электроэнергия не будет подаваться. Следующий шантаж. У нас возникла чрезвычайная ситуация, может быть взрыв, мы снова выключаем. Или просто угроза этим шантажем, этим взрывом, который может быть, как это сейчас во время войны в Украине, вот, захватив Запорожскую атомную электростанцию, они постоянно высказывают угрозы, то тем, что вот они там якобы нашли каких-то диверсантов, то еще чего-то, угроза это есть. Это первое. То есть использовать непосредственно эту электростанцию как рычаг влияния и экономического, и ядерного запугивания. Ну и вот то, что уже говорил я раньше, о том, что сама эта база как средство силового влияния во многих значениях. И через тех людей, кто там работает, менять влияние. И кроме тех, кто там работает, будут же сейчас заключаться коммерческие контракты с местными предприятиями. То есть появятся с ними партнеры, которые будут заинтересованы в работе с ними. Как они будут дальше реагировать на российскую политику? Навряд ли они будут ее оценивать объективно. Они очень, весьма вероятно будут продвигать эту политику через экономические и политические силы, которые находятся в Узбекистане. То есть круг людей зависимых, он не ограничится только теми, кто будет в этом городке и вот рядышком жить население. Он будет расширяться, зависимых от этой электростанции. И это все будет больше распространение, которое и так сейчас очень сильно влияние российской пропаганды, российской идеологии на Узбекистан. В этом главная опасность влияния государства-агрессора на Узбекистан. И представьте себе такую ситуацию, да, АЭС заработала, и зимой, когда самая острая потребность в электроэнергии, они отключают ее и искусственно, скажем, нагнетают протестные настроения против правительства,
И они могут организовать антиправительственные выступления через своих агентов, создание своей сети в Узбекистане. И тем более очень легко зимой, когда людям не хватает энергии, очень легко их вывести на улицу. Это может получиться так, что оно через такие действия может оказывать давление на власти, чтобы они принимали решения, которые удобны российской стороне. И я думаю, как обычно, когда какой-то проект принимается, государство же использует различные направления, государственные машины, которые должны выдать свое экспертное заключение, да, свою экспертизу. Там, скажем, экономисты, ученые, служба безопасности, которая оценивает, насколько это опасно для национальной безопасности. То есть должны были, наверное, власти Узбекистана провести такую всеобъемлющую экспертизу. Каковы могут быть краткосрочные последствия, долгосрочные последствия, что государство от этого выиграет, что проиграет, что может быть хорошим для Узбекистана, что может быть плохим для Узбекистана. Выслушать мнение очень многих сторон. Мне кажется, что вот такая работа все-таки не была проделана, потому что то, что вы сегодня говорите, это вызывает очень большое беспокойство, да, насколько это может быть опасным в долгосрочной перспективе. Да. Узбекистан может быть сегодня, исходя из добрых побуждений, получить дешевую электроэнергию, построить АЭС, к себе домой заведет маленького медвежонка, который вырастет в огромного медведя и разнесет этот наш мирный узбекистанский дом. И будут огромные проблемы не только для руководства Узбекистана, а для населения Узбекистана. Это очень тревожная ситуация. Да, но сначала я немножко вернусь. Я вот во время вашего рассказа начал немножко улыбаться. Вы говорили о том, что подключением электростанции могут вызвать протесты, направленные против правительства Узбекистана, что оно не принимает необходимые меры в зимний период. Я улыбался. Нас с вами начнут обвинять в том, что мы не даем узбекистанцам зимой греться. Вот мы противники того, что... Я просто с этим уже сталкивался в прошлом году, когда обсуждался проект газового вот этого союза, который все-таки так продавили. Да. Я писал, что этот газовый союз, он нужен не Узбекистану для получения газа, он нужен России для получения управления газотранспортной системой Узбекистана, для того, чтобы туда транспортировать дальше газ в Китай. И тогда мне писали, вы вот хотите, чтобы мы замерзали. Так что вот то, что вы сказали, абсолютно логично, так оно вполне и может быть. И вот отключением электростанции, подачи энергии в зимний период, а еще если они скажут, вот что, а это мы сделали, потому что вот там в правительстве что-то сказали, однозначно направит негатив не в сторону руководства электростанции, который реально управляет ей, а в сторону нашей политической системы. Ну, теперь, извините, я так немножко вернулся к тому, вот потому что зачем закончили, оценивались ли нашими узбекистанскими специалистами. Я думаю, что оценивал. Именно поэтому вот и прошло торможение этого проекта. Да. Снова возвращаемся к тому, что я тоже об этом подумал. Потому что были какие-то трезвые специалисты и в службах, спецслужбах, наверное, которые сказали, это очень может быть иметь опасные последствия. Да, и я вижу, что люди работали, и именно этим связано было. Снова же, что было вот этим вот дополнительным рычагом давления, я не буду сейчас гадать, просто с моей позиции видно, что он был. Что именно и как, ну, гадать это не наша работа, а то, что специалисты из служб и аналитических служб проработали и видели в этом опасность, я уверен. И мне верить в этом дает именно то, что так проект не шел, а вот его именно давили. Не хочу гадать, что именно продавил. Мы
Видим с вами, что именно вот это давление со стороны Российской Федерации говорит, что ей проект этот очень нужен. Очень нужен. Для чего, когда мы видим какие-нибудь большие проблемы, говорили мы с вами о том, что и в Узбекистане в бюджете дефицит, в российском бюджете дефицит не меньше, и строите сейчас. Вот именно мы не знаем, откуда эти будут деньги. Формально оно может быть бюджета Узбекистана, а откуда они придут в бюджет Узбекистана, вы высказали очень логичное предположение, будут давать кредиты. Кто? Кто даст под это кредит? Кто потом захочет получать отсюда прибыль? Да. Или как это все будет идти? Не исключено, что тут будут какие-то там двойные, тройные договоренности в обходной пути. И то, что продавливается так с Российской Федерацией, этот проект, ну, то, во-первых, можно сейчас, особенно во время войны, хоть какой-то мало мощь. И они хотят дать заработать кому-то из своих структур. Просто честно, первый вопрос. Ну, это их дело. Хотят заработать, пусть заработать. Но другое. Именно продавливание этого проекта сейчас – это демонстрация, что Российская Федерация фиксируется в Центральной Азии. Вот она тут закрепляется. И в связи с этим вот этой внешнеполитической активностью, которая тут есть, да, я вижу связку с их укреплением дружбы с талибами. Афганистан фактически входит в Большую Центральную Азию, и вот то, что Россия сейчас будет фиксироваться, вот это и демонстрация этой фиксации атомной электростанции в Узбекистане вот с тем городком, управляемым из Москвы, о котором мы говорили. Третий вот мотив может быть их. Это окончательно втянуть в Узбекистан в зависимость от себя. Просто втянуть его. Мы сейчас обговорили, какие это приведет последствия. И зависимость экономическую, и зависимость политическую, и идеологическую, и втягивание народа. То есть втягивается вот в эту группировку, в этот блок, который есть... яро выявило его, это вот открытое нападение на Украину, когда уже пошло это деление. Узбекистан очень долго маневрировал, сохранял сначала действительный нейтралитет. Мы помним первое голосование, когда, да, пусть не голосовали там за выборы, больше, но, по крайней мере, постепенно от этого. Опять же, какие там рычаги давления, не знаем, но это есть. То есть Россия втягивает узбекистанскую, и втягивая его сюда, дает понять всем, что втягивается Узбекистан и под санкции западные. Вот о том, что вы уже говорили, что западные инвестиции как-то это отреагируют. Отреагируют очень просто. Россия нас втянет, а западные санкции от Запада нас подтолкнут. И мы скажем, ну вот, они с нами не хотят дружить. И тут уже вот выйдет то, что мы окажемся не на той стороне этого конфликта. Как бы нам это не печально было бы констатировать. Но вот это продавливание проекта, втягивание Узбекистана в зависимость в какой-то либо форме, это вот есть теми головными мотивами, которыми сейчас руководит Российская Федерация. Надавливая даже вот во время войны строительство атомной электростанции. Если руководство Узбекистана пойдет полностью на поводу у России и станет его очень близким партнером, Запад фактически просто скажет, ну ладно, мы сделали все, что смогли, хотели сотрудничать с президентом Мирзияевым, но он выбрал Россию, у нас другого выхода нету. И очень плохие последствия могут быть для будущего Узбекистана. К сожалению, да. Вы видели в течение последнего года несколько визитов в Ташкент представителей Европейского Союза, США, которые, ну, мы понимаем, которые объясняли, к чему это может привести. К чему могут привести вот эти контакты. Ну, немножко не в тему, можем, но меня тоже очень зацепило сообщение, когда после предыдущего контакта было подписано соглашение о строительстве завода по производству беспилотников в Узбекистане. И там наши снова так посвященно написали, а там было написано так, что это будут сельскохозяйственные беспилотники, в том числе какая-то часть продукции пойдет в Россию. И чтобы это будет полностью завод строиться за деньги России. Извините, у России идет в войну, у нее не хватает своих
средств на строительство у себя, она там в Да. Алабуге этот центр построила. Она тут придет доброжелательно строить в Узбекистане только для того, чтобы сельскохозяйственные беспилотники в Узбекистане были. Им понятно было, что как наоборот. Это какая-то часть останется здесь, остальное пойдет туда. Хорошо, что это пока вот, снова, обсуждение этого вопроса широкого не ведется. Не знаю почему. Я надеюсь, что потому что это прекратит. И вот когда это все ведут вот такие действия, видно, приезжает представитель, объясняет, да, вы имеете право сделать выбор, но посмотрите, что, к чему это приведет. К сожалению, там убеждают, а Россия продавливает. Чем она продавливает? Еще говорит, вот я дать беру, но мы видим, что она продавливает силовыми этими методами и продавливает. Продавливает. Да. У нас уже беседа почти час продолжается. Большое спасибо, Александр, за то, что вы смогли участвовать в сегодняшней беседе. Если можно, до того, как вы перейдете к заключению, я тоже немножко скажу, Да, пожалуйста. все-таки завершать должны вы, это логично, но Да. высказаться по этому моменту вот что. Вы правильно начали вопрос, что мы с вами не являемся противниками атомной энергетики вообще. Мы за то, чтобы Узбекистан развивался, в том числе развивался в атомной энергетике. Нас вызывает опасение именно сотрудничество с государством, которое является государством-агрессором и которое ведет недружественную политику, в том числе для государств Центральной Азии. И, может быть, так немножко сейчас отвлеку, мы видим сейчас нападки очень мощные на Казахстан со стороны Российской Федерации, причем нападки со всех сторон, начиная от заместителя спикера Петра Толстого, включая там телеграм-группы, случайно я увидел солдатские вдовы, которые там угрожают, пишут, что Казахстан угрожает России. То есть нагнетается. И вот сейчас может пройти момент такой, а если Узбекистан, выбирая между Россией и Украиной, вызывает сомнительно, то между Россией и Казахстаном мы кого будем выбирать? Да. Мы будем поддерживать Центральноазиатский регион, или мы будем вынуждены поддерживать того, кто владит извне. И другой момент, я тоже еще раз подведу итог, что говорил. Я уверен, что наше руководство оценивает это. И не все просто может быть там в какой-то мере сказать. Но вот эти моменты, о которых сейчас говорили, их нужно озвучивать. Озвучивать в двух смыслах. Во-первых, если это все хорошо, все нормально, успокоить общественность, и мы будем скажем, да, вот этого после все продумано. Как мы уже с вами говорили, сообщите нам. Или дать общественности сигнал, что вот мы хотим от вас поддержки в закрытии этого проекта. Потому что может быть и так, что правительство нуждается, руководство страны нуждается именно в общественном мнении против этого решения. И ему нужно сказать, а вот смотрите, вот у людей есть основания, давайте мы это опять отложим, подумаем, перерасчитаем. И именно в этом я вот вижу, не скажем так, супер задачу, а роль граждан как гражданского общества. То, что вы сказали, мне кажется, это повод для еще одной беседы, потому что и проникновение России и создание этого треугольника, как вы сказали, Байконур, атомная электростанция в Джизахе и военная база в Таджикистане. То есть это огромный плацдарм Россия сейчас создает в Центральной Азии, и этот треугольник может очень сильно дестабилизировать ситуацию в Центральной Азии. Вот, и поэтому я бы был вам благодарен, если как-нибудь вы найдете время, и мы бы поговорили о новой большой игре, которая начинается в Центральной Азии фактически, да? Ну, насколько смогу, буду рад с вами это обсудить. Большое спасибо, Александр. Я вот тоже хочу еще раз повторить ваши слова для наших друзей в Узбекистане, для граждан Узбекистана. Мы не противники, мы не являемся принципиальными противниками АЭС. Если АЭС гарантирует безопасность Узбекистана, независимость Узбекистана, и технологии являются безопасными для Узбекистана, то это будет очень хорошим решением для Узбекистана.
Но для нас самым главным является, и почему мы озабочены, это тем, что строительство АЭС доверено государству, которое не соблюдает никаких договоров, ни межгосударственных, ни международных договоров. Это строительство доверяется государству, которое нападает на своих соседей и отбирает их земли. Поэтому мы должны быть очень и очень осторожными, выбирая путь сотрудничества и позволяя России входить в Узбекистан и строить там свою атомную электростанцию. И чем это в конце концов обернется, это очень трудно представить. Вот мы, друзья, высказали свои опасения, особенно очень важные доводы и аргументы высказал Александр. Огромное вам спасибо, Александр. Надеюсь, наши друзья и посмотрят это видео. Обязательно поделитесь этим видео со своими товарищами, чтобы они тоже это увидели. И мы могли, чтобы мнения и взгляды, суждения, аргументы, которые были сегодня высказаны, могли услышать наши другие сограждане и друзья в Узбекистане. Огромное спасибо, Александр, за ваше время. Желаю вам всего Спасибо вам. наилучшего. Sog' salomat bo'ling. Rahmat katta. Rahmat aka. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling.